ребятушки, сегодня расклад хочу такой посмотреть. Для кого актуально? Загадывайте, кого там вам надо, но тематика: истинные причины смерти человека. Давайте, насколько, раскроют нам, да, эту инфу. Вот настолько, значит, и надо вам знать. Здесь такое впечатление, вот да, что по потоку идет. Ребят, да, здесь выпадает мужчина, но такое ощущение, что у человека был кто-то в помощниках. Для того, чтобы человеку везло во всех сферах его жизни, это было стабильно. Понимаете? Человек чего ожидал, то и получал. Плюс здесь какие-то тайны с космоса тоже были доступны для человека. Если это, вы загадали мужчину в возрасте, да, значит, это он сам. Да, он был в потоке. Здесь человек ведающий мог проходить. Так, если же это духи-помощники. Если же это духи-помощники, то тот, кого вы загадали, мог через страсть, секс получать подпитку и расти на самом деле. То есть пользоваться другими, да, ради собственного богатства. Вот так еще может отыгрываться. Смотрите, у кого что. Истинные причины смерти. Надежды прекратили исполняться у человека. Ему нужно было с чем-то расстаться, либо с кем-то. Возможно, если с чем-то, то здесь то, что его не устраивало, либо какие-то зависимости, которые он не мог побороть, ибо здесь уже был хаос. Человек попал в круговорот проблем. Здесь человек не мог нормально, адекватно мыслить. Очень много мороков и ментальные блокировки были на человеке. Все время боялся нищеты, завидовал другим. Зависть его прям выдавала. О чем затмение безмятежности? Здесь разорвана связь с высшим абсолютом у человека. Очень интересная карта выпадает. Хорошо, если изменения, то какие? Постоянство. Повторюсь, ребят, проигрывается, что человек уже мог быть, то есть помощнику этого человека из мира мертвых, то есть из рода. Здесь конкретно вот что-то было из рода. В чем изменение? Человек был порабощен зависимостями. А постоянное в жизни этого человека могли быть, если это вот живой был, да, допустим, маг-практик какой-то, там вы его загадали. Здесь человек вечно в страданиях, в вечных испытаниях проходил, но при этом мог часто на кладбище бегать, из-за этого попал в плен. То есть у него закрыли возможность сделать выбор. Вот смотрите, плен, нет возможности выбора, и тут же выбор среди многих вариантов. Понимаете, он был в плену, а ему казалось, что он может выбирать. Все-таки здесь проигрывается человек, который вот практик, понимаете, и к которому могли обращаться люди. Как вариант. Если этот человек, которого вы смотрите сейчас, жил простой обыденной жизнью, здесь человек под зависимостями, но здесь вот либо общение с людьми, потому что был ведающим, либо здесь человек в своем каком-то деле имел много контактов, знакомств, хорошо что-то выполнял.
Да, потому что урожай у него был. Возможно, работал на дому. Вот понимаете? Интриги были не чужды этому человеку при жизни, если это обычный человек, да, под зависимостями какими-то. И не справился, и вот, собственно говоря, жизнь оборвалась. Если же маг-практик, здесь работа на дому, все понятно, общение, возможно, поездки клиентам в тот же дом, но не без интриг, понимаете? И здесь все-таки есть враги, которые расставили сети. Давайте так, если маг-практик, да, какие сети? И если обычный человек, то что там за интриги, сети? Если обычный человек, здесь человек не хотел погружаться в себя и решать проблемы с самим собой, понимаете? Вроде бы все и было, вроде бы как бы и стабильность, и сила, и семья, и т.д. и т.п. и 5-10, дом, да, а тяжело. Тяжело, и человек должен был погрузиться в себя, чтобы это проработать, дать себе время. Что он ожидал? Что действовал? И вот смотрите, вместо того, чтобы решать какие-то вопросы, да, в своей жизни, возможно, с близкими людьми, человек как будто бы ожидал ссоры, размолвки, конфликты все время, возможно, сам провоцировал своих близких на это, а не проработав себя, начинал их вампирить. Понимаете? И здесь опять же таки человек под зависимостями. Давайте еще, если обычный человек, то здесь женщина выпадает. И все-таки там у нее духи-помощники, либо кто-то из рода ей помогал. На компромисс шла, с людьми общалась. Ждать, ждать, ждать. Все время ждала. Исполнение желаний. А какие желания у тебя не исполнялись? Скука, печаль, грусть, тоска... Ожидала радугу, благополучие. В чем для тебя эта радуга? А вы знаете, здесь такое ощущение, что человек не реализовал себя как личность и не выполнил. Вот что-то человек планировал. Возможно, открыть свое дело, возможно, как-то себя показать миру, понимаете? Возможно, что-то вот, проект какой-то, элементарно какой-то проект, да, и жизнь оборвалась, не успел, не сделал. То есть под какие-то зависимости попал и не реализовал себя. А ну, что еще? Но вот здесь больше за мага показывает. Хотя, знаете, я вам хочу сказать, что если за обывателя, здесь в свое время могло быть обращение к магу-практику, открылся ящик Пандоры, вышел дьявол и понеслась грязь. То есть человек стал лицемерным, мог лгать, мог изменять. То есть, допустим, измена может быть и самому себе. Я обещаю, что я, допустим, брошу вот это, и начну жизнь по-другому, а не делается это. Измена партнеру как вариант, понимаете, лицемерить, допустим, мог, манипулировать. Мы тут уже видели, что человек вампирит вампирил свое окружение. Но и по магу-практику здесь тоже выходит, понимаете, здесь как будто бы вот тяжелая ноша, страхи, а в чем они заключались вообще? Избавиться от чего-то старого надо. Здесь, если обыватель, да, то есть обычный человек мог быть привязан к чему-то из прошлого, от этого надо было отказываться и, наконец-то, начать жить новой жизнью. Здесь могут проходить такие люди, которые вошли уже, семья, дом, дети, все нормально, а человек мыслями еще в прошлом, вот надо было там за другого выходить замуж, на другой жениться. И вот как будто бы вся жизнь вот в этом, понимаете, не отпускание прошлого. По практику здесь то же самое. Здесь насчет защит своих каких-то, понимаете, беспокоился. Защиты начали пробиваться, видимо, но тут открыл ящик Пандоры, и дьявол, и понеслось. И мужчина, видите? Если практик, то здесь мужчина все-таки, как и выпадало. У него ложные договора были и сделки, причем они были для него гарантом стабильности. Он обиделся на темные силы, разочаровался очень сильно. И плюс он встретил на своем пути соперника, конкурента. Очистить пытался свою связь с землей, то есть
Заземление плохое, с предками разрыв пошел, с защитами, с теми же темными разрыв пошел. Пытался чистить себя, возможно, работал с темными, метнулся к светлым, естественно, и там он, ну, тупо беженец, понимаете, если брать каждый в отдельности эгрегор, он тупо беженец. И пошли расходы, и материальные, и душевные, и глобальные, и на физике начал страдать. То есть здесь тело могло уже подсдавать. Ожидание радости, ожидание решения абсолютно всех своих проблем. Возможно, с кем-то хотел встретиться, чтобы ему помогли. Если это практик, то вот сейчас смотрю на практика. Хотел бы встретиться с каким-то тоже практиком, ведающим человеком, который бы ему помог. Жажда материальных благ, внутренний потенциал, не получился внутренний потенциал, человек в самоуничижении, в жертве, в раскаянии. Здесь какая-то женщина в его жизни. Помните, старик был, а тут старуха. Возможно, она его любила, он ее предал, она ему как-то тоже отомстила за преданную любовь. И знаете, вот все сошлось в определенной точке, и жизнь человека оборвалась. Может, там у них свои проблемы, знаете, по любятине были, по молодости. И человек в свое время открыл поэтому ящик Пандоры, потому что тяжело было. Начал мстить той, которую любил, понимаете? То есть, ну, они тут уже в возрасте показаны. Здесь уже, мне кажется, показывают для практика людей, которые к нему обращались. Возможно, он взял какую-то женщину меченую. Нельзя было с ней работать. Нельзя, он ради денег, понимаете? Она, возможно, заказывала мужчину у этого практика, ну, чтобы воздействовать на него, на какого-то мужчину, там привязать, опоить и тому подобное. Этот практик ей помог, нельзя было этого делать ему. Возможно, он чистку взялся делать, не той, ну, нельзя было ее чистить. Здесь обращение было к очень интересным темным для достижения крупных сделок и сумм. Опять же таки, возможно, чистил не тех, кого надо, плюс обида даже на своих близких, на тех, с кем сотрудничал. Сила, власть, мудрость по дракону, понимаете, была. И человек понял, что он стал лишним, он осознал свою неполноценность, испытал какой-то стыд, понимаете? Здесь одновременно я ненавижу темных, да, и почему же вы, ну, перестали мне помогать, поддерживать, и я понимаю, что я обосрался, и как можно это исправить, и тут же в панике бежим в храмы, понимаете. Карма, предопределенность. Все было предопределено. Он каких-то женщин в жертву сажал, понимаете, из-за своих амбиций. И этим запустил карму. Неадеквашек брал в работу, потому что они деньги ему хорошие оплатили, а адекватных людей, понимаете, вот, в овечек превращал. Закрывал им духовную их силу, их потенциал. Здесь уже не вопрос, понимаете, девочки, да, здесь созидательный труд, здесь человек трудился. Здесь не вопрос, кто кого взял на чистку, кто какой ритуал сделал. Здесь вопрос глобальный, понимаете, здесь нужно шире мыслить. По факту, что видели высшие силы? Они дали ему знания, дали возможности, и человек с помощью этих знаний уничтожал возможность развиваться, поднимать свое сознание выше другим людям. Понимаете? И это поднакопилось. Это если практик. Если же обычный человек, я в принципе уже рассказала ситуацию. А вы напишите мне в комментариях вообще, о чем здесь история сегодня была и как у вас проигрывается все. Осознанным добра этого мира. Пока-пока.